Всем привет! Мы сегодня с широко известным и уже достаточно серьезно узнаваемым Максом на ютубе. Да, катаемся и приехали в интересную локацию. Это у нас парковка торгового центра Европолис. И это крыша. Она здесь открыта, можете приезжать. Это витражные окна, не солнечные батареи. Что ты народ не обманывай. Извините, конечно же, будет ветрено, вот, потому что здесь есть сильный ветер, но локация очень красивая. Кстати, для всех тех, кто интересовался, может быть, смотрите, как Хорду строит северо-восточную. Скоро появится новенькое скоростное шоссе, и сможете сюда приезжать. Вот, там вот высотки Триколор, там вот телебашня, и вот туча на нас идет с дождем. Поэтому будем снимать очень быстро. Короче, смысл моего месседжа сегодня такой. На ютубе почему-то нет нормального сравнения TC и Макса. Мы сейчас рассмотрим, вот вообще, чем отличаются две эти модели, вот прям кардинально. По внешнему виду, вот если с этого начать, здесь вот 95% все одинаково. Но ровно вот до задней части, вот до вот этой. Сейчас мы конкретно все рассмотрим, чтобы было досконально, четко и ясно. Я хочу этим видосом поставить жирную точку, чтобы народ знал и умел выбирать себе мотоцикл. Собственно, начнем с моей TC-шки, и Макс тогда подключится. Смотрите, собственно, здесь вся конструкция, вот эта вся часть, вот это вот до пластика и до нижней части, с моделью Max одинаково. Разница в том, что здесь идет маятник покороче, и он сварен из квадрата. То есть это квадратный профиль, и, собственно, здесь он достаточно тонковат по сравнению с маятником на Max. Плюс здесь ножки регулируемые есть, потому что здесь нету мотора. Собственно, здесь у нас мотор-колесо идет Bosch. 1,5 киловатта номинал, 3 киловатта пик. Собственно, резина здесь достаточно тонкая по сравнению вот с Максом. Здесь идет стандартная покрышка. Сколько она там идет? Макс, ты не помнишь? Вот. 110 на 70 на 17. В то же время на Максе, смотрите, идет центральный мотор 3 киловатта. Раскручивается он до 5 киловатт. Здесь уже ременный привод идет на шкив. Смотрите, вот он. И здесь уже стоят, ну, сейчас здесь, конечно, поменен мицеллер. Вот, но вообще штатная покрышка идет 120 на 70 на 17. То есть она на сантиметр шире, чем на модели TC. Передние покрышки и у TC, и у Макса одинаковые. Кстати, вот заметьте, у нас сегодня Макс на обзоре на дисках литых, не на спицах. Видите, да? И у них более-менее конструкция похожа. То есть переднее колесо вообще один в один, как вы можете заметить. Единственное, что у модели TC цвет дисков серебристый, вот, а у модели Max он черный, крашеный, кстати. Вот у TC, если вы заметите, еще кромка такая сточена, красиво. То есть на фрезере прошлись, и она, видите, такая блестящая. А вот на Максе у нас идет все покрашено чисто порошковой краской в черный цвет. Собственно, все остальное, смотрите, по поводу головного света и передней вилки. Все одинаково, как на TC, так и на Максе, все абсолютно одинаково. Руль. Здесь прямой руль, смотрите. На модели TC он приподнятый. Ну, у меня он уже поменен на мой нестандартный. Вот, но тем не менее руль, видите, такой идет уже с выносом к водителю. Что еще? Какие еще отличия есть? Ну, естественно, TC Max у нас выпускается только в черном цвете. Черные панели с серебристым крылышком вот таким вот. Видите, да? Так. Вот с таким вот серебристым крылышком. И здесь у нас такая интересная, видите, наклейка. Вот. И это крылышко сюда чуть-чуть загибается. На Суперсока TC... Да, потому что я поставил просто крылышко от твоего старого Макса. Да, ты же пластик-то поменял на красный. Да, здесь нету вот этого кантика, и он выпускается в песочном. Ну да, лепестки. Выпускается в песочном цвете, в зеленом цвете, в синем цвете и в какой еще там цвет есть, по-моему. 4 цвета. И черный, да, и черный.
Да, как говорил Генри Фонд, это у вас этот, может быть автомобиль любого цвета, главное, чтобы он черным был. Ну вот. Также еще, смотрите, я уже в прошлых видео своих показывал, как я менял грипсы, потому что штатные грипсы это полное говно. Я надеюсь, не забанят меня, это вроде не мат. Вот они, штатные грипсы. Ну, просто это отстой. Кстати, кто интересовался, вот здесь это фальшивый шестигранник, он колпачок соединяется вот этой ручкой. Поэтому крутить его бесполезно вообще, откручивать и так далее. То есть меняйте сразу грипсы, мой вам совет. Еще, кстати, отличие. Смотрите, на правом пульте у TC Max есть переключатель ближнего света. Здесь всегда горит ближний свет, как ты его не крути. Вот он, смотрите, всегда горит, абсолютно. Хоть ты днем ездишь, хоть ночью. Даже это не зависит от датчика освещенности. Так вот, здесь никакой метки нету, потому что там, в принципе, вот этот переключатель вообще никакой роли не играет. Там провода запаяны наглухо. Поэтому, кто хочет цвет чинить, надо вот это разбирать и будет менять. Здесь вот этот вот, ну, то есть перепаивать немножко контактную схему здесь. В то время как на модели TC, смотрите, у нас здесь есть вот такая тема. Либо свет включен все время, либо авто. Авто это значит, что когда у вас становится темно вокруг вас, вы едете вечером, и у вас включается подсветка. Ну давай, включайся. Спидометра. Ну, в общем, вот он датчик, смотрите, вот он, кругляшок такой, видите? Вот он прям. Это датчик освещенности. Когда он срабатывает и загорается дисплей, в режиме авто автоматически включается, значит, головной свет ближний и задний свет габарит. Кстати, на обоих мотоциклах нельзя нифига включить отдельно дальний. Вот, если ты не включил ближний. Понимаете, да? Вот, смотрите, включил ближний, включил дальний. Вот, наконец-то он загорелся. Видите, да? Если ближний я выключил, днем я нажимаю дальний, смотрите, ничего не горит. Ни хрена, короче. Вот. Ну, перейдем к еще более интересной части. Смотрите, у нас здесь есть некоторые технические отличия, которые выгодно отличают Max от модели TC. Во-первых, смотрите, он, поскольку все-таки тяжелее мотоцикл, ему сделали правильный, хороший амортизатор. Вот у модели TC вот такой амортизатор, толщина витка, насколько мы замеряли, 10 миллиметров, то есть сантиметров. У модели Max, мало того, что у него чуть-чуть длиннее амортизатор, толщина витка уже 12 миллиметров. И пружина, видите, она так вот побольше намотана, делает больше витков, собственно. Поэтому вы можете на TC Max кататься с большей нагрузкой. Общую нагрузку рекомендательную компания Суперсока пишет вот здесь. Она пишет обычно в районе 150 килограмм, вот видите, на маятнике. Здесь же, кстати, указано, какое давление должно быть в колесах. Вот. Но я думаю, что TC Max все-таки он больше выдержит, чем TC. И действительно, это очень серьезный аппарат, и у него гораздо лучше амортизатор. Это тоже стоит учитывать. Что ж, еще одно немаловажное отличие кроется с этой стороны, и оно находится в тормозах. Смотрите. И передний тормоз, вот он, тормозной диск, и задний тормозной диск у Макса одинакового диаметра, то есть они одинаковые абсолютно. И в этом плане есть очень хорошая взаимозаменяемость. То есть вы покупаете диск какой-то новый, и вам просто надо два одинаковых диска купить. Хочешь вперед поставить, хочешь назад. Собственно, они идут перфорированные, что позволяет лучше их охлаждать. Поэтому тормозная система Макса работает гораздо лучше, чем тормозная система TC. Почему? Потому что у TC, смотрите, передний диск такого же диаметра, как у Max. Вот, я, честно, не помню диаметр, сейчас уже не скажу вам точно. Вот, может, потом в видео вставлю циферку. Но, смотрите, здесь нету охлаждения, нет перфорации. Поэтому многие, когда катаются на TC, они слышат шорканье, слышат визг, слышат еще что-то и так далее, что-то неприятное. Вот, это вот отчасти из-за этого. Суппорта, в принципе, одинаковые, что на TC, что на Max. А вот задний тормозной диск, смотрите, какой малюсенький. Видите, он гораздо меньше. Смотрите. Большой передний, маленький задний. Ну, это, конечно, прям не является сильной проблемой, потому что все-таки мотоцикл не едет
быстрее 75 километров, но все же хотелось бы что-то такое как-то понадежнее иметь. Есть модель TS, это младшая модель TC. Так вот, у нее почему-то перфорированные тормоза и спереди, и сзади. Вот, поэтому можно как-то, если у вас есть доступ к поставщику, или вы сами являетесь поставщиком, или просто у вас целый гараж таких мотоциклов, вот, переставить тормоза, в общем, и получить прирост в надежности этого узла. Ну, собственно, по килограмм нагрузка на вилку тоже 150. Вот, ну, это, естественно, такая номинальная нагрузка, можно и 170 сесть. Вот, тоже нормально поедет, но не быстро. Опять же, указано давление, ну, все как обычно. Вот, кстати, из немаловажных особенностей. Вот у меня сейчас, видите, свет переделан, я поставил светодиодную ленту, но когда у меня был свет, провод, который шел электрический, он шел вот здесь, по этой стороне, вот по этой части, сюда заходил, видите, здесь даже есть выемка в крыле, и он заходил сюда, вот в задний фонарь. На TC Max электрический провод идет уже с этой стороны. Вот он. Он идет с этой стороны и заходит уже вот сюда, видите. То есть на TC слева, на TC Max справа. Вот, в принципе, тоже, кто захочет, можно это все снять и провод перебросить и установить куда-нибудь сюда. Такой вот себе светильничек. Ну, я еще поменял, кстати, передние поворотники. Вот, на своем аппарате, поэтому я еще сделаю дополнительный обзор, какой-нибудь красивый такой вот обзор на свой замечательный аппарат, вы его еще увидите. Ждите. Ну что, давайте заглянем во внутрянку. Максим, помоги мне, пожалуйста. Звуковое сопровождение, да, все знают этот знаменитый звук Windows, когда включается аппарат. Да, на модели TC такого нету, там все достаточно просто. Лайфхак. Стоп. Обрежешь. Дубль 2. Да, короче, вот быстро включайте дважды на кнопку, чтобы у вас не было... Двойной клик и не будет запуска Windows. Да, ну, напоминаю тем, у кого TC или у кого еще нету ни того, ни другого, смотрите, блокируем. Все. И включаем дальше, нажимаем разблокировать. Все, слышите, вот такой вот звук. Кстати, да, все, еще раз нажимаем. И такой же звук. Да. Кстати, вот, как вы видели в прошлом видео, есть модели Макса, у которых такой же звук запуска, как у TC. Вот, что достаточно интересно. Да, у нас у Володи Глебова вот такая моделька Макса, и он, в общем, счастливый обладатель. Че, открываем бардачок, можно сказать. Да, секретики. Ну, это всякое такое барахлишко полезное. Видите, тут сигналочки, пауэрбанки и так далее. Нас интересует внутрянка. Смотрите, здесь первое, что бросается в глаза, разность вот этих лотков. А на TC Max он достаточно интересно сделан. У него есть вот центральная такая выемка. Вот она, центральная выемка. Это подзарядное устройство. Но все говорят, что стандартное зарядное устройство сюда ни хрена не влазит, потому что эти бортики как раз мешают. Это верно? Изначально, да, у них изначально была партия первая, по-моему, запущена с 5-амперной зарядкой, она была по размеру гораздо меньше. Поэтому она сюда помещалась идеально. Да, 10-амперки идут, ну, не лезут. Да, к сожалению, вот не лезут. И смотрите, здесь есть вот такой водоотвод. Видите? Дренажная трубка, которая отводит влагу туда. Да, ну это я... Водичка уже уходит на улицу. Да, водичка уходит на улицу. Вот, здесь уже... Кстати, не на мотор. Прямо вот сюда, я понял. Вот, да, по вот этому каналу она будет уходить. Смотрите, да, в то время как на TC у нас вот такая тема. Смотрите. Сейчас мы открываем это все дело. Так, это уже мое барахло. И вот смотрите, здесь совершенно другая тема. Здесь вот больше углубления есть, здесь ступенька и для кабеля сделана выемка. Зачем? Смотрите. Да, это же под смотреть, вот. Видите, можно пальцем достать автомат. Да, вот здесь почему? Потому что здесь одна батарея ниже расположена, другая выше. И вот этот коннектор, то есть вот эта часть, она как раз под него сделана. И вот эта часть под него сделана. То есть можно переставить этот коннектор вот сюда, и тогда, собственно, не будет мешать кабель.
Да. Вот, и у меня, кстати, нету никакой дренажной трубки, ничего не выливается. Может быть, это и к лучшему, потому что мы тогда вот с Александром мыли мотоциклы, и благодаря этому нам не замочило, короче, ничего. Так вот, смотрите, следующее отличие. Сейчас мы погасим мотоцикл. Ну, помимо того, что здесь две батарейки, у нас еще есть батарейки, у нас идет 60 вольт 30 ампер здесь на TC. И вот смотрите, разъемчик здесь вот такой. Вот. Плоские контакты. У меня модель 2019 года. И, собственно, здесь плоские контактные группы. Есть уже на более старших моделях, у которых вот этот провод оранжевый и вот этот провод оранжевый, который идет к мотор-колесу, там уже кругленькие. Такие же, как на Максе. Вот. Ну, вилочка сама достаточно такая тоненькая, ну, можно сказать, хлипенькая. Идем туда, к этому, к Максу смотреть. Вот. На Максе у нас уже все по-серьезки, смотрите. Вот это у нас зарядный блок. Так, выключаем. Зарядный блок. Ну, это кабель, да, кабель. Все, мы его выключили. Выключили автомат. Дальше, смотрите, здесь фиксатор есть, глядите. Вот он, фиксатор, видите, с таким выступом, а здесь на самом коннекторе паз есть. То есть у многих пригорала на TC батарейка, вот этот разъем, потому что они то ли не довтыкали, то ли перевтыкали, то ли, короче, в общем, вылетело на кочках где-то. Ну, на ходу, да. Так, у нас неполадка. У тебя-то почему не вылетает? Потому что чехол прижимает. Да, у меня очень удачно чехол прижимает. Так вот, смотрите, мы выключили, все, автомат выключили, вытаскиваем. Смотрите, во-первых, кабель дубовый, конкретно здесь, смотрите, какой размер. И это все в резиновой оплеке, там очень хорошо, значит, сделана проводка, ничего не должно греться. И здесь уже круглый разъем, глядите, видите? Круглый разъем здесь, круглый разъем здесь. Вот, то есть уже и сама вот эта часть, сам коннектор, который на батарее, он более монолитный и такой вот, ну прям конкретный такой вот, надежность внушает, в общем. Правильно я говорю? Конечно, серьезно. Вот, да, по-серьезки уже. Потому что аппарат сам тоже серьезный. Смотрите, здесь, в принципе, еще есть немножко места свободного. Можно что-то запихнуть боком там. Туда разве что документы засунуть. Документы какие-нибудь, да, и не знаю, что-то еще можно. Ну, больше вроде сюда ничего никак, нигде. Вот. Также есть инструкция, как и у меня на внутренней части крышки багажника. Вот, больше ничего нет. Вот это, кстати, замочная скважина. Здесь повернута больше в эту сторону. То есть для того, чтобы батарейку было удобно вынимать. Я думаю, да. не будем пока. Не будем, да. Но лайфхак, смотрите, какой. Многие, когда сюда втыкают ключик, дай ключик, пожалуйста. Смотрите, если у вас ключик воткнут и есть вот это вот все, значит, торчит, видите, тяжело бывает вытаскивать батарейку, потому что за ключ бьется. Мой вам совет. Во-первых, быть достаточно сильным, чтобы поднять эту батарею. Когда вы ее отсоединяете, повернули ключик, слегка батарею приподняли, чтобы она из паза замка вышла, а потом ключик вытащили, и тогда спокойно вытаскиваете батарею. Иначе вы рискуете замочную скважину, вот эту просто каждый раз по ней вот так будете бить батарейки, и в общем, это будет неположительно сказываться на вашем аккумуляторе. Держите ключик. Больше здесь никаких особых таких прям отличий нету. Там уже в глубине где-то есть мотор, мы его тоже посмотрим через боковое окно. Стандартный зажим, кстати, который можно отрегулировать. У кого он плохо схватывает крышку бардачка, это все тоже можно сюда, значит, отрегулировать и подтянуть. Здесь обычный маленький накидной ключик, там, по-моему, на 3 или на 4, я уже не помню. Вот. Так. Давай на место вернем. Да, давай ставим все на место, смотрите процедуру. Присоединяем, все до щелчка, все включается, все шикарно. Так, убирай вот эту тему. И давай. Да, кстати, здесь видите ли, как интересно. Сначала надо вот этим вот дренажным отверстием зацепиться, а потом лоток опустить. У меня просто он ставится. Вот. Надо будет потом провести эксперимент. Подойдет мой лоток к тебе или нет. Смотри, как удобно. Да, благодаря отличной фабричной сборке китайского мотоцикла у нас есть здесь место, специально заложенные зазоры. Не перегибается, свободно ходит при закрытой крышке. Да, потому что там резиновая вот эта вот прокладка. Что-то уже не залазит, да?
Все, вот да, это бывает проблема, закрыть это все дело. Да, да, ну можно вытянуть, короче, что, оставить тут необходимое. Так, давай снимем с тобой седло. Многие спрашивают такую тему. Была история забавная у нас в чате Суперсока в Телеграм, что кому-то не положили шестигранник в Суперсока TC Max. Тоже не положили. Ребята, здесь его, ну, наверное, быть не должно. Объясню почему. Потому что у Суперсока TC Max не регулируются вот эти вот подножки. Ну, точнее, они регулируются, но по-другому. Здесь вот это вот все откручивается. Вот, и вы просто их переставляете местами туда-сюда на одну сторону. Вот. Он здоровый. Ну, давай проведем эксперимент. Хорошо, смотрите. Вот у нас есть Суперсока TC. Почему я заговорил за шестигранник? Потому что здесь он нужен, чтобы было понятно. Сними сиденье, пожалуйста. Смотрите, здесь шестигранник нужен для чего? Вот он, есть в Суперсока TC. Вытаскиваю. Приржавел. Нержавейка. Да, нет, это не ржавеющая ржавейка. Ну, ты хочешь сказать, что не подойдет, да? Ну вот, смотри, поехали. Я не знаю, подойдет он или нет, я на Максе это не мерил. Вот. А вот нифига, у тебя меньше шестигранник, да. Видите, да. Поняли, почему там нет? Короче, возите с собой что ты все примеряешь. У меня шестигранник хочется. С тебя, кстати, заглушечки. Я это вырежу потом. Короче, да, смотрите, я с этой стороны зайду, так удобнее. Смотрите, зачем нужен шестигранник? Чтобы откручивать вот эти болты и регулировать подножки. Многие из вас, когда катаются на TC, вы знаете, что вы можете вот эту вот часть поворачивать, вращать, откручивая вот этот вот болт нижний. И тогда вы можете выставлять в одно из 6 положений. Можете вперед выставить 3 положения, можете назад выставить 3 положения и так далее. Этот шестигранник у вас уже в комплекте. Если у вас TC и у вас нету шестигранника, пните продавца или того человека, который вам его пригнал. Видимо, он заиграл шестигранник. Вот. Хранится он под седлом. А вообще, кстати, ну, в принципе, можете и такой же шестигранник себе добыть. Не знаю, на Макс. Только, правда, я не знаю даже, что им можно откручивать. Вот. Таких больших шестигранных болтов здесь нет. Вот. Ну, по внутрянке, что у нас еще идет? В принципе, и в TC Max, и в TC все достаточно одинаково. Есть разъем зарядки с этой стороны. Вот он. Ну, у меня, как правило, он, видите, с плоскими контактами. На TC Max он идет с круглыми контактами. Кстати, здесь есть достаточно много места, чтобы бросить туда какой-нибудь наборчик. Вот у меня набор с AliExpress. Видите, крутить, вертеть, шестигранники. Все, есть даже накидные головки. Вот. Такой классный набор. Ну, или мультитульчик какой-нибудь, типа там клещей и так далее. Вот, это у меня проводка на вот эту ленту. Кто делает, знает. Вот. Ну, и также ко мне, если вы приедете, я могу вам сделать это все дело. Вот, больше никаких особенностей, ничего нету. Ну, единственное, что я еще на своем мотоцикле применил комплект моих же фирменных болтов и заменил здесь все с накидного ключа гаечного на внутренний шестигранник, чтобы удобно было ремонтировать где-то в дороге. Вот. Ну, здесь уже все, больше нечего сказать. Седло и седло. Да. Да, у кого багажник плохо работает, здесь можно подрегулировать замочек, потом будет, и будет меньше люфтить. Вот, что мы еще не сказали, Макс? Мы про мотор сказали, правильно? Про амортизатор сказали, про вилку. Кстати, про вилку еще стоит добавить, смотрите. Здесь какая досадная оплошность есть. Я прям хожу и вот, и прям вот... Да, маятник, правильно. Смотрите, здесь остается вот буквально 1 сантиметр от покрышки до вот этой части. Сейчас я снизу попробую заснять. Нет, ни хрена не подлезть. Так. Ну, короче, вот этой части есть буквально 1 пальчик остается, вот столько сантиметров от покрышки до вот этой части. Поэтому, чтобы вам надо было сюда поставить какую-то резину потолще, надо менять вот эти детали. То есть здесь есть такие детали, которые отвечают за выдвижение колеса вперед-назад. Да, просто подлиннее надо делать, еще тормозную опору тормозного суппорта переносить и так далее. В этом плане, конечно, TC Max жутко удобен. Потому что на этом засранце, смотрите, есть регулируемое натяжение ремня
И плюс у него в самом маятнике, видите, есть больше зазор для резины. Вот здесь сейчас стоит... Да, и, к слову, сейчас здесь не 120 ширина резины, а 130, да. Здесь стоит резина 130 на 70 на 17. И смотрите, еще остается где-то в районе 2,5 сантиметров от края колеса до самого, так скажем, до самого маятника. То есть вы можете впихнуть сюда резину 140. Крыло, да. Немного такая, знаешь, заводом. Ну, надо. С правой стороны будет уже 140 задевать, это однозначно, потому что здесь уже прям впритык. Да, ну и это ничего страшного. Я, кстати, вот в Инстаграме видел такие жирные колеса 140 на TC Max'ах, и ясен пень, что они снимают все вот это заднее крыло, все это убирают, переносят цвет и делают четко. Можно и сюда на TC забубенить, но надо делать апгрейд. Вот, кстати, еще немаловажная особенность. Я все сокрушаюсь по поводу подножки. Вы посмотрите, но насколько надо быть китайцами, чтобы сделать вот экономит падлы на спичках. Смотрите, здесь алюминиевая подножка, причем это уголок. То есть, вот чтобы вы представляли, сейчас покажу с обратной стороны. Смотрите, это уголок с усилителем. Глядите. А у меня кусок трубы, завальцованной с одной стороны. Смотрите. Ну что это такое? Это просто, ну... Да. Я сейчас Макса попрошу показать фокус. Максим. Да. Покажи, пожалуйста, фокус. Смотрите. Опираемся сюда, смотрите. Хлобысь, и мы можем развернуть мод. Представляешь? Да. Смотри, ты уже... Она настолько крутая, эта подножка. Смотрите, она уже в этом... Что это у нас этот? Как его забыл? Не линолеум, а... Битум, да, в битуме, смотрите, уже дырку просверлила. Понимаете? Ну ладно, то есть вы поняли, да? То есть эта подножка, она держит колоссальный вес. Не надо. Слышь, подстрекатель, если ты мне сломаешь подножку, я даже не знаю, что я буду делать. Вот. Поэтому... Макс, не делай так, пожалуйста. Макс, не делай, пожалуйста. Негодяй. Ладно, короче, да, здесь проблема-то знаете в чем? Смотрите. Возьми, пожалуйста, мой шлем. А проблема вот. О, да, смотри, как битум вообще прогибает. Смотрите. Видите, смотрите, она туда-сюда ездит. То есть, вот я его поставил. И я еще могу взять и подвинуть, видите? Подножку поставить, подножку. Подножку подножки. Ты представляешь, это подножка в квадрате. Короче, есть люфт какой-то, я не знаю, заводской или не заводской, но скорее это из-за того, что получается вот эта труба, она приварена к этому уху. Ну, блин, не внушает доверия, честно скажу. Поэтому я так очень аккуратненько все это дело, значит, делаю и так далее. Вот такие вот пока что у нас пироги. Что мы еще не сказали? Про все сказали. Красиво смотрится Широкая резина смотрится офигительно просто. Это уже взрослый мотоцикл по сравнению вот с мопедчиком TC. И, конечно, если у вас есть возможность, ставьте резину. Вот, кстати, обратите внимание, еще один элемент тюнинга. Есть решетка на фару красивого такого. Да, и ветровичок. Вот те, кто ставит. Тоже такой достаточно интересный, красивый. Штатные места есть, крепления. Вот на TC у меня, видите, нет ветровика. Вот сюда он крепится. Вот. Ну, я не знаю, он тебе дал какие-то преимущества, пока ты ехал? Да ты опять меня, это самое... Ты мне в прошлый раз такое говорил, за ниппели свои. Слышь? Не ниппели, а колпачки. Ну, колпачки, да. В общем, ну, хотите... Нет, просто эстетика. Да, и это, в общем, оргстекло простое, видите, формованное. И, ну, я не знаю, если хотите, то можете поставить. По мне, конечно, ну, я не ставил, видите, поэтому не буду говорить, не буду ни хвалить, ни бурчать, в общем. Все как обычно. Смотрите. Кстати, вот эта дуга на TC толще. Сама труба, из которой она сделана, толще. Крыло больше само по вылету, потому что больше заднее колесо. И оно, кстати, обратите внимание, еще расширяется. Вот если вы видите, здесь оно уже, а здесь оно уже
шире расширяется. Вот. Ну, нету такой штамповки уродливой, как на крыле TC. Если посмотрим на крыло TC, оно обычное по всей своей длине. Вот оно. Вот оно идет, да. И вот это вот уродливая, блин, штамповка. Обычно, если захотите что-нибудь, какой-нибудь тюнинг сделать, можно вот это крыло обрезать и как-нибудь попробовать там что-то такое намудрить. По пробегу, ну смотрите, пробег на одной батарее TC едет у нас, TC Max у нас сколько есть? Ну, короче, да, получалось, что здесь примерно там 75-80 километров на одной батарее. Пробег, все с нами. Да. А здесь, получается, на одном аккумуляторе 55-60 километров. То есть TC с двумя аккумуляторами едет дальше, но TC Max с одним аккумулятором едет быстрее. В общем, кратко завершая резюме, еще остается добавить чуть-чуть две главных вещи. Этот мотоцикл весит 104 килограмма. Уже все с батареей, снаряженная масса. Этот мотоцикл весит 82 килограмма с одной батареей, 92 с двумя батареями. То есть на десятку он легче весит. Да, весит он на десятку легче, чем TC Max. Так вот, резюмируя все вышесказанное, остается добавить лишь то, что вот это замечательный мопед для того, чтобы ездить по городу и выполнять все свои задачи, которые вам нужны, кататься, кайфовать. Он очень тихий, очень хороший. И 75 он едет, в принципе, с Божьей помощью. Эта штука может разогнаться и даже удивить вас иногда 105 км в час. Вот человек разгонялся. 90, Да, ну да, хорошо, 90. 90 едет. 105, вот эти 104, это идеальные условия. Да, ветер в спину дул, понятно. Ну, не в спину, конечно. Короче, штиль, да. На этом аппарате вы уже можете вжарить. В городе хорошенечко. Не вжарить, а в потоке ты себя уверен. Да. Вот, мы будем... До третьего транспортного кольца, что хотя по правилам нам запрещено. Да, в общем, не нарушайте правила дорожного движения. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Мы уже будем сворачиваться, потому что, видите, ветер уже тут дует нешуточный. На нас идет туча конкретная. Посмотри, кого я вижу в шлеме. Да. Ставьте лайк, бейте в колокол, подписывайтесь и не забывайте про нас.